Ну что, друзья, мы покидаем отель, который приютил нас на время похода. А по возвращению похода мы обнаружили, что наша дверь была вскрыта и нас обворовали. Так что будьте внимательны и не оставляйте ничего в мотелях ценного. Все ценное мы, конечно, тоже забрали с собой, но кошелек все равно вывернули. Забрали нерабочий фонарик. Ну и покопались в трусах. А это наши вещи, баулы. Сейчас будем грузиться в машину и сваливать отсюда. Светлана кушает. Последний обед перед дальней дорогой. Что вы кушаете сегодня? Я ем лагман. Вкусно. Традиционное блюдо. Тот был вкуснее, прошлый. Тот был домашний вермишелька, это обычные спагетти. Я думала, там еще жук какой-то. Но это неудивительно в нашей ситуации. И еще вот такой плов сейчас попробуем. Что тут навалено? Навален лук в большом количестве и такая строганинка мясца. Угу. Это вот что? Сейчас я спробую. Чай? Чаек. Хлеб. А зачем вам салициловая кислота? Дезинфицировать приборы перед тем, как поесть, чтобы потом сальмонеллой не заболеть. Ну вот так, друзья. Ну все, Байконур. Спасибо тебе, что принял нас. Повеселил. Мы так никогда не веселились. Даже в Припяти. Оставайся таким же веселым. Да, посмотрим, сколько людей будет не приниматься и не выезжать на бобиках, а выходить на своих ногах. А вот так хоронят людей в Казахстане. Вот такие у них интересные кладбища. Как город мертвых прям. Это такое какое-то более современное, а до этого мы проезжали, но, к сожалению, не сняли. Вообще очень интересно, как маленький городок, как будто там у каждого человека своя небольшая мечеть. У каждого свой огороженный участочек. А у некоторых прям домики, но здесь больше участочков. Вот там два мавзолея. Мы держим путь домой, и на обратном пути остановились в той же кафешке, в которой останавливались на пути туда. Она оказалась сама вкусной. Мы вам скажем название, вы тоже останавливаетесь. Оно очень атмосферное, традиционное. Здесь подают чай с молоком в пиалах. Да, и тут кофе чисто. И вкусная еда. Еда вообще отменная. Приближаемся к КПП. Конечно, это другое уже. Решили поехать через Оренбург. Посмотрим, как работает на этом КПП. Будут нам также мозги калашматики. Друзья, оцените
Озинках такого не было. Ого, это ж сколько? Вот это да. Я думаю, фуристы проклинают всех пограничников. Ну и как ты встал, блин, раскорачивался? В лес без очереди, что ли? Памятник. Крокодилы. Лошадки. Да, у тебя очередь, попробуй отстой. Умрешь. Сколько он нам говорил, неделями может настоять? Неделю можно Я просто. не знаю, но судя по такой очереди, мне кажется, можно и неделю стоять. Магазин когда был поменьше? Ну, Там все как-то и пошустрее, наверное, мне кажется. А тут хорошая дорога. ну да, они все сюда едут, там один вообще невозможно. А в Озинках дороги нет. Там только ямы. Ну, что в такую очередь постоишь, больше ничего не захочешь. Что они там так долго проверяют? Чтобы наркотики, оружие, запрещенные Мгм. предметы не возить. С собакой вон ходит. Вы откуда и куда, девочки? Мне прям мандраж начался. Да. Ну все, друзья, подъезжаем, камеру выключаем, потом расскажем вам, что там у нас было интересного. Ну что, Светлана, вот мы и прошли Прошли удачно. за 2 часа. 2 часа. Никто не доматывался на Все обратной очень дороге. сухо, лаконично и просто. Без всяких лишних вопросов. Все идеально. Этому контрольно-пропускному пункту мы можем поставить 5 баллов. Да, мне вообще Поэтому- ничего не спросили. Фуристы ему поставят единицу. Потому что такие Да. очереди. Туристам не везет. А те ребятки, которые нас мурыжили, наверное, очень соскучились. Скучно им там. Ну, Мало работы. или мы им так понравились. 2 сменам сразу. Начинай. Ну что, друзья, вам, наверное, интересно, как закончилась наша история с ментами. Те 2 черных человечка, которые шли быстро за нами, они вызвали ментов. И на черной машине какой-то мы не разглядели, а за нами началась погоня. Причем было 2 машины. Хорошо, что мы вовремя заметили пыль от колес на дороге. И тут же побежали в степь. В степь, да, нашли ложбинку с кустиками, легли там и лежали, пока они рыскали. Те, которые вторая машина на бобиках, менты прочесывали поле, но с другой стороны дороги почему-то. И нас спасло то, что они думали, что мы побежали от объекта, а мы побежали к объекту. И, собственно, это и спасло нас, потому что если бы мы побежали на другую сторону, они бы, скорее всего, нас нашли, потому что они вот так вот Кругами. да, прочесывали все поле, ездили на машине, светили фарами. В общем, Вот. ситуация Мы- была очень экстремальная. Мы были на лезвии ножа. Прям. Те, которые были на первой машине, они остановились прямо против нас, и какой-то чувак залез на крышу машины и высматривал. Ну и почему-то не высмотрел. На самом деле мы там... Ну да, Мне там кажется, расстояние было хорошо. вообще минимальное. Нас спасло то, что мы лежали на склоне и за кустами в сумерках Уже начало смеркаться. притворились, как будто мы просто груды металла какого-то. Это
здорово там навалом. В общем, в сумерках они нас не разглядели. И, наверное, часа через 2 мы начали потихонечку отползать от этого места. Когда уже совсем стемнело и луна вышла, мы начали отползать на карачках, на На корточках. карачках, да. По-пластунски ползли, все Мы руки просто искололись. одна машина уехала, уже перестала нас искать, а вот эта, которая стояла, мы не знали, уехала она или нет, или стоит там еще. Потому что уже стемнело и было не разобрать. Мы отползли где-то метров на 50. Да, там был больше склон уже, какая-то ямка, и там мы уже смогли полностью встать и быстрее. И быстренько пойти оттуда. И потом мы увидели ров, забрались в ров, и оттуда уже увидели, что это все-таки была машина. Они включили фары и уехали обратно. Быстро. В общем, ситуация была прям очень критическая, и только чудом мы сбежали. Они еще долго там Да. кружили, еще раз возвращался кто-то из них. Потом они, по-моему, вернулись на Бураны, потом начали освещать свой периметр прожектором. В общем, кипишу мы там навели страшно. Мы потихонечку ушли. Вот так, друзья, без Принималова, но с очень экстримом большим. Да, охраняется там достаточно хорошо, хотя очень много заброшенных объектов. Ну и есть действующие. Вот Людмила сначала была недовольна охраной, потом они все же показали нам, что хоть какая-то деятельность там происходит. Так что, друзья, разбивать пикники напротив стартовых площадок не очень хорошая идея. Мы там ходили, мелькали, устроили горелку, развели. Пили чай, ели тушеночку, в общем, у нас все было, Закатом любовались. да, все было по классике, среди бела дня на закате. Ну и, видимо, нас заметили. Привлекли очень много внимания, хотя, в принципе, там сидели в таком месте, не очень должны были подсвечивать, но, видимо, кто-то все же
Ребятки, ну вот и я наконец-то добралась до своего дома. Ура! Теперь меня ждет долгожданный отдых и сон, которого нам так не хватало всю неделю. Хотелось бы подвести итоги нашей поездки и сказать, что Казахстан нам очень понравился. Люди там отзывчивые, добрые, они тебе всегда помогут, войдут в твое положение. И, как показала практика, не надо ничего бояться, надо только действовать вперед, смекалка, ум, и люди всегда помогут в любой ситуации. Конечно, немножечко омрачило поездку то, что нас обокрали в гостинице, но этого и следовало ожидать, потому что это придорожная забегаловка, и непонятно, кто там останавливается, непонятные хозяева, и она одна на много километров вокруг, то есть альтернативы особой у нас не было. Но все равно все впечатления у нас о Казахстане только положительные. В любом случае, эта страна достойна посещения, даже и без Байконура туда стоит поехать, просто посмотреть. Там есть на что посмотреть. И еще раз в заключении хотелось бы всех призвать: не сидите дома, путешествуйте, отправляйтесь в какие-то поездки, смотрите мир. Жизнь одна, делайте ее интереснее. Но мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Любим вас, целуем. Всем пока!